Всем доброго времени суток! Меня зовут Марьяна, и вы на канале Вкусная еда. Не знаете, что делать с перезрелыми бананами, которые уже начали чернеть? Не спешите их выбрасывать. Если вы готовы к самому простому и в то же время вкусному десерту, тогда предлагаю рецепт бананового хлеба или кекса. Так тоже его называют, главным ингредиентом которого являются зрелые бананы. Такой сладкий кекс наиболее популярен в Европе, Австралии и в США. В Америке подобного рода выпечка с использованием перезрелых бананов называют banana bread, что в переводе на русский звучит как банановый хлеб. Нежный, влажный, ароматный, в меру сладкий, с ароматом корицы, который разносится по всему дому. Вот так вот просто можно описать этот десерт. Если вы до сих пор не пробовали или не готовили банановый хлеб, то все, пора готовить, потому что это действительно очень вкусно. Готовим тесто для бананового хлеба. В небольшой миске соединяем муку, пищевую соду, разрыхлитель теста, молотую корицу и щепотку соли. Если вам не нравится запах корицы в выпечке, то этот шаг можете пропустить. Просеиваем сухие ингредиенты через сито, тщательно перемешиваем венчиком и откладываем в сторону. Спелые бананы очищаем от кожуры, нарезаем на кусочки и перекладываем в миску. Затем тщательно разминаем бананы вилкой до состояния однородного пюре. Для бананового хлеба нужны очень мягкие бананы с почерневшей кожицей, которые кушать уже не хочется, а выкинуть еще жалко. Советую обязательно использовать именно перезрелые бананы. Успех этого кекса напрямую связан со степенью зрелости бананов. Именно с ними ваша выпечка получится влажной и ароматной. В другой посуде соединяем сливочное масло комнатной температуры, белый сахар и коричневый сахар. Взбиваем все вместе до получения кремообразной массы около 2-3 минут. Не прекращая взбивания, добавляем по одному яйцу. Хорошо взбиваем после каждого добавления. Добавляем ванильный экстракт, сметану, банановое пюре и взбиваем миксером до однородного состояния. Частями добавляем подготовленные сухие ингредиенты и взбиваем миксером до однородной массы. В самом конце добавляем нарезанные грецкие орехи и все тщательно перемешиваем лопаткой. Тесто по консистенции должно получиться как очень густая сметана. Прямоугольную форму для выпечки размером 20 на 10 смазываем сливочным маслом, посыпаем мукой и застилаем бумагой для выпечки. Выкладываем банановое тесто и равномерно распределяем по всей поверхности формы. Сверху посыпаем миндальными лепестками и термостойкими шоколадными каплями. Выпекаем банановый хлеб в разогретой до 175 градусов духовке приблизительно 50-60 минут до золотисто-коричневого цвета или пока зубочистка, вставленная в центр, не станет сухой. Если в процессе выпечки банановый хлеб сильно румянится, накройте верх формы фольгой и выпекайте до готовности. После выпечки даем банановому хлебу остыть в течение 15 минут. Затем вынимаем из формы, перекладываем на решетку и удаляем бумагу для выпечки. И в таком виде оставляем до полного охлаждения при комнатной температуре. Этот банановый хлеб идеально сладкий, влажный и очень вкусный. Идеально подходит для завтрака или десерта. Вас также порадуют сроки хранения этого вкуснейшего бананового хлеба. У вас будет целая неделя, чтобы им насладиться. Только на практике это неосуществимо, потому как съедается он гораздо быстрее. Банановый хлеб готов, приятного аппетита и удачной вам выпечки! Всем спасибо, что посмотрели видео, пишите комментарии, делитесь рецептом с друзьями в соцсетях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик рядом с кнопкой подписки, чтобы не пропустить уведомления о выходе нового видео на моем канале. Мне будет очень приятно.